Всем привет! У нас очередной заказ. Это вот такая вот машина контактной сварки с педалью. Универсальная. Можно варить как на станине, на машине контактной сварки, так и снимая со станины, как ручными клещами. Вот. Заказ этот у нас поедет в город Алычевск, Луганская область, ЛНР. Заказчик у нас Владимир. Подробно об этом аппарате я рассказывать не буду. Последний заказ у нас был точно такой же, прям идентичный. Вылет клещей 650 миллиметров, плоские электроды для сварки проволок. То есть заказчик будет сваривать, заказ был для венков, для изготовления каркасов, ритуальных венков. Вот. Будут сваривать только проволоки, поэтому электрод он идет заточен плоским, вот, чтобы было удобно. Так, сильно заострять внимание я на нем не буду. Аппарат 4200 ампер, вылет 650 миллиметров, вес примерно 30 килограмм. Ну, там плюс-минус несколько килограмм. Вот, как я уже и говорил, он снимается со станины, открутив по 2 винта с каждой стороны, да. Вот, снимается вот эта тяга с верхнего вылета, вот, и можно работать как ручными клещами, так как присутствует у нас рукоятка под клещи. Вот, под большой палец также имеется здесь кнопочка. Вот, также здесь у нас встроен контроллер. Контроллер позволяет регулировать время в долях секундах от 20 миллисекунд до 2 секунд. И контроллер позволяет регулировать мощность аппарата от 20% до 100%. Также есть у нас ручная выдержка. То есть насколько вы жмете на кнопочку, столько он варит. Опять же, он работает на 100% на ручной выдержке, имейте в виду. То есть по выставленным показаниям на ручной не работает. Вот. Автоматический режим — это уже по выставленным показаниям на контроллере будет аппарат работать. Вот. Имеется здесь у нас для наглядной, так скажем, чтобы не превышать температуру нашего аппарата, можно будет смотреть за температурой уже наглядно. То есть стоит здесь защита до 70 градусов на трансформаторе и на контроллере. Вот, и не превышайте, да, то есть, как увидите, уже подходит 50 градусов, к 60, лучше остановитесь, пускай остывает. Вот, а вообще у аппаратов контактной сварки период работы — это 10 минут. В эти 10 минут входит 3 минуты работы, 7 минут отдых. 3 минуты работы, 7 минут отдых. Либо 5 минут работы, 5 минут отдыха, но всегда нужно давать аппарату отдых. Так, вентиляционные решетки по обоим сторонам аппарата, плюс спереди еще. Для того, чтобы он обдувал у нас еще и немного электроды и наш кабель, идущий к этим электродам. Так, на аппарате также есть педаль, которая регулируется по степени сжатия, так скажем. У нас здесь есть талреп, который можно будет подрегулировать, смотря какой толщины проволоки мы варим. Вот. Так, что еще? Аппарат у нас 220 вольт подключается. Сзади у нас имеются кулеры. Вот, и разъем под педаль. Автомат включения нашего аппарата и провод питания сети. Питается он 220, подключать лучше проводом 6 квадратов. И где у вас он будет стоять, лучше подвести 6 квадратов провод, подключить к нему автоматы. В комплекте они есть. Коробка с автоматами вот такая у нас идет в комплекте. Подключаете. Заземление тоже здесь уже клемма есть. Можете подключить тоже заземление. Желательно заземление подключать, потому что корпус аппарата заземлен. Вот, имейте в виду. Также желательно под ноги кинуть резиновый коврик. Это для безопасности. Вот, также в комплекте есть у нас кнопочка такая проводная, да, ну, как в виде педальки можно использовать. Некоторые просят, я теперь всем уложу в комплект. Очки защитные от искр, так как искры бывает летят.
Так, крепление к полу как к деревянному, так и бетонному. Наша визиточка. Так, абразив для зачистки электродов. Перчатки прорезиненные двухслойные, тоже в комплекте. И небольшой подарочек, будете распаковывать, собирать сварочный аппарат, машин контакт сварки, и будете пробовать. Так, сваривать я буду сейчас вот такую проволоку. Заказчик мне приезжал, оставлял вот такую проволоку, пятерочка оцинкованная, тоже для каркасов венков он ее использовал. Вот примерно говорит, до пятерочки у меня используется и меньше проволока. Поэтому вот он пятерку привез, попробовал, приварилось все, вот, и заказал. Вот, оставил мне этот кусок, я вот на нем теперь и всегда пробую, вот, перед тем, как отправить аппарат. Так, сейчас мы его включим, проверим, то есть он уже подключен к розетке. Проверяю я его у нас в квартире, в розетках, ну, проводка 2,5 квадрата. Но лучше подключать его на 6 квадратов. Вот. Тогда работать он будет более корректно. То есть на 2,5 квадратах аппарат тоже будет работать, но имейте в виду то, что все равно мощности ему из 2,5 квадратной проводки будет не столько хватать, как из 6 квадратной. Вот. Так, что у нас здесь? Видим, что питание просто горит, лампочка индикаторное состояние постоянно моргает, это нормально. Педаль горит постоянно, при нажатии она будет тухнуть. И сварка, это, то есть сколько она будет проваривать, например, 2 секунды, 2 секунды эта лампочка будет светиться. Вот, в принципе, и все. Регулировка очень плавная, тонкая, поэтому все регулируется очень хорошо. Так, будем пробовать у нас сваривать, наверное, на 35 периодах. Это меньше секунды, потому что секунда это 50 периодов. Вот, и мощность, наверное, пока ставим так. Вот, будете играться, смотреть по своей работе, да, как вам устраивает, не устраивает привар, по какой толщине проволоки. Вот, то есть будете смотреть. Посмотрите, если на таких показаниях нормально варит, вас устраивает, будете работать таких. Если нет, то можете убавить, либо прибавить. То есть будете играться уже по времени и по мощности контроллером. То есть контроллер это позволяет настроить очень тонко все. Так, сейчас поставим нашу камеру на штатив и попробуем поприваривать. Кулеры дуют очень хорошо, холодненький воздух уже выходит отсюда. Вот, температура, сразу посмотрим, показывает 26 градусов. Вот, показывает еще вольтаж, но это не обращать внимания, китайцы так сделали, вернее чинайцы, что показывает еще и вольтаж питания, это кулеров и нашего термометра. Так, по поводу ручной выдержки, вот мы переводим на ручную выдержку, нажимаем на кнопочку, вот, то есть сколько мы нажимаем на эту кнопку, столько и будет работать трансформатор и варить, то есть сколько, 5, 6, 7 секунд, вот нажимаем, вот, если же нам нужно будет по контроллеру, выставленным показаниям варить, то есть ставим, например, мы на 2 секунды, и 100%. То есть нажимаем пальцем, убираем. Сейчас кнопочка, вот индикатор лампа будет светиться ровно 2 секунды. Вот. Я нажимаю, убираю палец, и он отрабатывает и тухнет. То есть он уже не нужно будет пальцем или ногой держать педаль. Он будет работать по заданным показаниям. Да, сразу педаль не отпускайте, как только сварили, да, точку. Буквально несколько долей секунд нужно подержать, не давать ему, ну, то есть, чтобы немного подостыла, да, расплавленная, так скажем, проволока между собой, когда сваривается.
Если отпустите быстро, то есть произойдет выплеск ванны расплавленной и искры пойдут. То есть нужно несколько долей секунд все равно подержать, чтобы немножко подстыло. Вот. В принципе, кто уже работал на этих аппаратах, тот знает. Ну, в принципе, ничего сложного здесь научиться буквально 5-10 минут и все, уже приноровитесь. Так, ну все, сейчас мы, наверное, поставим камеру на штатив и попробуем поприваривать. Так, сейчас мы будем приварить вот эти проволоки. Выставляем по параметрам на контроллере, это 99% вставляем мощность и менее секунды выдержка. Так, ставим на электроды нашу проволоку 5 миллиметров, плюс 5 миллиметров, оцинкованная. Нажимаем на педаль, вот, смыкаются клещи, нажимаем на педаль, дожимаем до пола и произойдет сварка. Вот таким вот образом приваривается. Сварка произошла где-то меньше секунды по выставленным параметрам. И можем видеть, что проволока вварилась друг в друга практически наполовину. Вот сейчас фокусируется. И вот мы видим то, что проволока сварилась и вплавилась друг в друга практически наполовину. То есть 40 периодов, даже меньше полсекунды, меньше секунды достаточно. Может быть, даже можно будет убавлять либо мощность, либо время еще немного убавлять. Это уже будете смотреть по своим нуждам. Вот, попробуем отломить пассатижами. Пассатижами, естественно, она не отломится. Пытаемся вот ее гнуть. Гнем, но нет, она не оторвется. Точка очень хорошо держится. Вот 5 миллиметров проволока, все-таки она жесткая, вот, но точка не отрывается. Очень хорошо все держится. Вот таким вот образом мы сейчас видим то, что все нормально проварилось. Вот. Можно использовать другие проволоки какие-то меньшего сечения, но тогда можно будет убавлять и еще даже полсекунды делать на выдержку, и мощность тоже можно будет подубавлять. Но там уже будете смотреть по своей работе, как она будет привариваться, на каких параметрах, на таких будете и работать с таким сечением проволоки. Нужно в любом случае играться с контроллером, вот, и смотреть в любом случае. Вот, кому понравился, ставим лайк, кому не понравился, ставим дизлайк и оставляем комментарий под видео. Кто хочет заказать себе такой же, я здесь под видео, в видеоролике оставлю номер телефона. Заказывайте, звоните, пишите, я всем отвечаю. Делаем вылет 650, 550, то есть любой вылет клещей, любой мощности аппарат. Заказывайте, звоните, пишите. Вот, кому нужен для сварки каркасов венков, кому для сварки дымоходов. Вот, все аппараты делаем на заказ. Все ссылочки будут в описании под видео. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, наша основная группа. Вот, и не забываем оставлять комментарии под видео. Вот, пишите, кому интересно, я всем отвечаю. Вот, задавайте вопросы. Кому понравилось, ставим лайк. Вот. Все, на этом буду завершать. Всем пока.